Приветствую! Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Сегодня, как всегда, посмотрим интересные новости, обновленную статистику и несколько графиков монет. Начнем с новости о внесении нового законопроекта о майнинге. Согласно нему, физлица будут вправе заниматься майнингом при условии регистрации в качестве ИП или самозанятого, и плюс дополнительной регистрации в реестре участников майнинга, если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты, установленные правительством России. И согласно законопроекта, майнер должен будет подготавливать кучу документов. Он должен будет вести учет генерируемых цифровых валют, также указывать их вид, вести учет договоров с пользователями, если такие есть, указывать договора с операторами обмена цифровых валют или платежными системами, указывать такие же договора с банками, обменными сервисами, которые осуществляют обмен цифровых валют и их покупку. Если этот закон примут, то после того, как майнер зарегистрируется в реестре участников майнинга, у него будет амнистия, которая будет длиться год. И в течение этого года он должен будет полностью оформиться. Амнистия будет действовать в отношении таможенного оформления ранее ввезенного оборудования для майнинга, амнистия на подачу налоговой декларации по доходам от майнинга и информирование налоговых органов о полученной цифровой валюте и уплате соответствующих налогов. По мне, так этот законопроект выглядит нежизнеспособно, потому что согласно него майнер должен будет предоставлять огромную кучу документов и договоров практически со всеми, но никакой обменник, майнинг-пула или биржа не даст ему такой договор. Поэтому все сведется к тому, что в стране, скорее всего, появятся подконтрольные майнинг-пулы, обменники и биржи, которые будут предоставлять эти договора, и в случае принятия этого закона майнеру ничего не остается, как вести работу именно с ними, если он хочет работать в белую. Еще одна новость. Биржа Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников. Заблокировали Полину Ковалеву, падчерицу министра иностранных дел Лаврова, Елизавету Пескову, это дочь пресс-секретаря Путина. Также под раздачу попал Кирилл Малафеев, сын магната Константина Малафеева. И по мнению некоторых СМИ, он был связан с похищением биткоинов с биржи WEX. Данные блокировки произошли не сегодня, не вчера, они были осуществлены за последний месяц. Практически сразу, как ввели санкции, Binance заявил, что будет блокировать всех подсанкционных людей, плюс их родственников и самых близких людей, через которых они могли бы воспользоваться криптой. Например, их адвокаты либо доверенные лица. По-прежнему Binance не банит обычных людей, но было введено ограничение, и теперь на этой бирже нельзя хранить более 10 тысяч долларов любому россиянину. Две неплохие новости про Goldman Sachs. Одна из них заключается в том, что они предложили обеспеченные биткоином кредиты. Goldman Sachs выдал первый кредит, обеспеченный в виде биткоина. Этот шаг знаменует полноценное вхождение на криптовалютный рынок. Сделку готовили еще с декабря 2021 года. И вторая новость, связанная с Goldman Sachs, это то, что они приступили к изучению токенизации реальных активов. Об этом заявил глава цифрового подразделения американского инвестиционного банка Мэтью Макдермот. Он заявил: мы изучаем NFT в контексте финансовых инструментов. Мы работаем над целым рядом вещей. Похоже, Goldman Sachs серьезно решили войти в криптоиндустрию и будут деньги делать просто из всего. Сооснователь blockchain.com Роджер Вер считает, что Dogecoin во многом превосходит биткоин. Он думает, что он гораздо лучше биткоина благодаря более легкому и экономичному проведению транзакций. Во время прошлого булрана Роджер Вер топил за биткоин кэш. Сейчас, похоже, он решил переключиться на собачек. И в компании с Илоном Маском пампить Dogecoin будет намного легче. Роджер Вер сказал, что если бы ему была предоставлена возможность выбрать 3 цифровые валюты, претендующих на звание лучших криптоактивов, ими стали бы Dogecoin, биткоин кэш и неожиданно третий — это Litecoin. Кроме того, он сообщил, что в его портфеле сейчас находится значительное количество монет, кроме тех уже, которые были перечислены, это Ethereum, Monero и XRP. Однажды уже биткоин кэш выстрелил, когда его пиарил Роджер Вер. Посмотрим, какая судьба ждет Dogecoin, ведь его популяризирует еще и Илон Маск. Давайте посмотрим статистику. По объему торгов за 24 часа в топ альткоинов врывается ApeCoin. Более 7 миллиардов долларов за сутки проторговано. Также эта монета находится на 3-м месте в обсуждениях, в тематических группах, пабликах, форумах и так далее. Посмотрим график этой монеты, но истории здесь достаточно мало. Единственное, что можно здесь учесть как плюс, это вот такой рост объемов на последнем росте цены. Находимся практически на исторических хаях, поэтому здесь залетать я бы не стал. Но стоит отметить тот факт, что график выглядит достаточно сильно и на коррекции можно рассмотреть покупки данной монеты. Но естественно не сейчас.
Да, мы можем полететь и выше, можем сделать перехай и показать иксы, как говорится, но объективно здесь точка входа плохая. Если все-таки пытаться построить какие-то волны на этой маленькой истории монеты, то, судя по всему, мы находимся в третьей волне. И расчетная зона третьей волны завершилась еще при цене в 20 баксов. Именно здесь была оптимальная зона завершения этого движения. Но сейчас мы показываем растяжение. И даже с учетом того, что мы показываем растяжение, вот этот пик в районе 28 как раз таки приходится на вторую зону, где может завершиться этот восходящий тренд. Поэтому это еще один фактор того, что здесь залетать в лонги не стоит. Здесь более вероятна коррекция. И на данный момент оптимальная зона, куда мы могли бы вернуться в рамках коррекции в четвертой волне, это зона, начинающаяся с 21 доллара, и нижняя грань этой зоны на 17 баксах. Также нижняя грань этой зоны совпадает с проторговкой, где мы увидели наибольший объем. Поэтому, подытоживая, в плане торговли я бы сюда не заходил, но можно за ней последить, за этой монетой, и при наличии хорошей точки входа рассмотреть вариант в лонг. Если же смотреть список трендов CoinMarketCap, то на первом месте монета Stepan GMT. Мы ее недавно смотрели, и находились мы в районе как раз таки также завершения восходящего тренда. Предположительно, здесь у нас пятерка в третьей волне завершается. Также стоит учитывать, если на прошлой монете на ApeCoin у нас объемы росли, то здесь на GMT наоборот объемы все ниже и ниже. Это очень плохой знак. Чем меньше объемов, тем меньше вероятности пойти на перехай, пойти тренду дальше. К тому же и индикатор здесь показывает все меньше и меньшее значение. Поэтому если мы не будем пробивать вот этот пик в районе 4.16, то оптимальная зона коррекции находится на уровне 2.8. Это верхняя грань расчетной зоны для коррекции и нижняя грань на 1.9. Также она совпадает вот с этой проторговкой, как раз таки предположительно зоной волны 4 предыдущего внутреннего порядка. Здесь у нас монеты, которые больше всего обсуждают в Твиттере. На первом месте Ethereum, на втором Solana и на третьем та самая монета ApeCoin, которую мы уже сегодня смотрели. Поэтому можно глянуть первые две. На Ethereum здесь аналогичная ситуация, как и на биткоине, поэтому его часто не смотрю. Здесь также предположительно находимся в волне 4, которая формирует структуру треугольника А, Б, С, Д, Е. Предположительно завершили волну D и находимся в последней в волне E. Сейчас у нас идет нисходящее движение, и по его завершению можно будет как раз таки половить разворот данной монеты эфириума и уже рассчитывать на более серьезный рост. Пока здесь движение нисходящее, и есть попытки, как и по биткоину, сформировать заходные импульсы, имеется дивергенция, также есть рост объемов. Вероятность того, что в скором времени эфириум развернется, достаточно велика, поэтому стоит внимательно смотреть на эту монету. И перспективы у нее неплохие. После того, как сформируем разворот, начнется тренд более старшего порядка, волна 5. Ну и давайте посмотрим Solana, которую также очень много обсуждают в Твиттере. В последний раз, когда мы ее смотрели, находились предположительно в завершении волны 4 и отмечали зоны, куда можем прийти во время роста. Пока ни до какой зоны не дошли, но лой не пробили, поэтому здесь прогноз не отменен. Также первая зона, куда мы можем прийти во время роста, это 169, нижняя грань расчетной зоны. Верхняя же граница расчетной зоны на 190. Посмотрим, как будет отрабатываться, и этот сценарий отменится, если мы пробьем вот этот лой на Solana на уровне 75,5 баксов. До тех пор здесь пока также в приоритете лонг. Если же, кстати говоря, еще вне позиции, то пока стоит последить на более мелких таймфреймах, рассмотреть движение и уже там определяться со входом. Что же касается биткоина, то за месяц мы так и остаемся в минусе. Минус 14 с лишним процентов на данный момент, а остается только 2 дня до конца этого месяца. Похоже, это будет самый плохой месяц, самый плохой апрель за всю историю биткоина. Хуже месяца вообще не было. За 24 часа увеличиваются шортовые позиции почти плюс 7%, лонги увеличиваются на 1%, точнее даже на 0,9%. Ну и на динамике мы видим, как вели эти позиции себя за последние 2 недели. Лонги 14 дней подряд идут в рост с небольшими колебаниями, шорты также идут в рост с большими колебаниями. Ну и что касается ликвидации, почти 80 тысяч трейдеров потеряли свои деньги, забрали у них 199 миллионов долларов и распределились ликвидацией на данный момент 50 на 50. Отнимают как у одних, так и у других. Что касается настроения, мы по-прежнему в экстремальном страхе. Сегодня цифра 23, вчера была 24. Негативных настроений в целом стало больше. Но это не касается
как всегда, пользователей Твиттера. Они у нас постоянно в позитиве. И вот сейчас на падение цены позитивный сентимент делает перехай. Я не всегда этот график добавляю в видео, но когда позитив аж делает перехай на падение цены, это достойно добавления в ролик. Пользователи Твиттера массово верят, что вот-вот будет разворот и мы полетим наверх. Но обычно по факту случается наоборот. Перед тем, как смотреть график биткоина, констатируем тот факт, что резерв биткоина на биржах продолжает снижаться. Его выводят еще более активно, чем заводят. Все меньше и меньше битка остается на биржах. Ну и вот сам график биткоина, за которым мы следим. В последний раз на этом росте я все-таки решил не залетать в лонги, хотя у нас здесь образовалась дивергенция. Решил я последить и дождаться более серьезных подтверждений роста. На данный момент на 4-часовике идет пролив цены. По-прежнему мы не можем уже 2 раза подряд пробить скользящую среднюю 50-ку и находимся на нижней грани расчетной зоны, откуда может состояться разворот. Напомню глобальный сценарий, идем в треугольнике ABCDE, вполне возможно завершаем волну Е, по завершению которой будет с большей вероятностью поход наверх. Но это всего лишь согласно нашим предположениям. Ну а пока смотрим, когда состоится фактический разворот цены, и уже по его факту будем рассматривать варианты на вход в лонг. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на Telegram. Всем удачной торговли и счастливо!